Здравствуйте! Вы знаете, у меня дома давно стоит спатифилум. Это одно из моих самых любимых растений. Красивое, зеленое, с потрясающими белыми цветами. Но вот однажды я заметила, что у него начали сохнуть кончики листьев. Сначала я не придала этому особого значения. Подумала, что может из-за сухого воздуха или старения листьев. Но когда это стало происходить все чаще, я поняла, что пора разобраться в ситуации. И знаете что? Я узнала столько всего интересного и полезного, что теперь хочу поделиться этим с вами. Думаю, вам это тоже может пригодиться. И, кстати, оставайтесь со мной до конца, потому что я приготовила для вас один очень классный и простой совет, который реально спасет спатифилум от многих бед. Он сработал у меня на все 100%. Основные причины проблемы коротко. Итак, если у вашего спатифилума сохнут кончики листьев, то, скорее всего, причина кроется в нескольких распространенных ошибках. Я сама с этим столкнулась, поэтому знаю, о чем говорю. Первое – это неправильный грунт. Я раньше думала, что для растения подойдет в принципе любой грунт. Главное, чтобы он был питательный. Но оказалось, что спатифилуму нужна слабокислая почва, а не нейтральная или тем более щелочная. В обычном огородном грунте корни не могут получать все нужные вещества, и растение начинает страдать. Второе – это полив. Это вообще отдельная тема. Перелив – частая проблема. Если в горшке застаивается вода, корни начинают гнить, и растение сигнализирует об этом сухими листьями. А если наоборот пересушить почву, спатифилум страдает от обезвоживания. Вот такая тонкая грань, но я нашла способ ее соблюдать. Третье – низкая влажность воздуха. Вы знали, что спатифилум родом из тропиков? Там влажность всегда высокая, а у нас в квартирах, особенно зимой, воздух становится сухим из-за отопления. Это прям стресс для растения. Если влажность ниже 40%, листья начинают терять тургор, а потом сохнуть. Я купила гигрометр, чтобы измерять влажность, и он мне очень помогает. Четвертое – недостаток микроэлементов. Еще одна причина – это нехватка полезных веществ. Железо, магний, цинк – все это важно для здоровья растения. Если вы давно не пересаживали спатифилум, обязательно обратите на это внимание. Пятое – это сквозняки и перепады температуры. Один раз я оставила растение на подоконнике зимой, и это стало настоящим испытанием для моего спатифилума. Листья стали желтеть и сохнуть буквально за несколько дней. Оказывается, спатифилум очень чувствителен к холодному воздуху. Поэтому его нужно держать подальше от сквозняков и резких перепадов температуры. Как создать идеальные условия для спатифилума? Когда я поняла, в чем проблема, я решила создать своему спатифилуму максимально комфортные условия. И вот что я сделала. Первое – это я повысила влажность воздуха. Увлажнитель воздуха – это, конечно, супер, но если его нет, можно поставить рядом с растением миску с водой или поставить горшок на поддон с влажным керамзитом. Еще я опрыскиваю листья водой. Делать это нужно мягкой водой, лучше отстоянной. Опрыскивание помогает не только увлажнить растение, но и убрать пыль с листьев. Если совсем некогда, можно хотя бы протирать листья влажной тряпочкой. Кстати, я заметила, что спатифилум хорошо реагирует на размещение рядом с аквариумом. Там влажность обычно выше. Дальше я подобрала правильное место. Спатифилум любит свет, но не прямые солнечные лучи. У меня он стоит на восточном окне, и ему там отлично. Если света мало, можно использовать фитолампы, или на крайний случай обычные лампы дневного белого света. Они спасают в зимний период особенно. Я пробовала разные места, и восточная сторона подошла идеально. Далее я следила за температурой. Важно, чтобы температура была стабильной от 23 до 29 градусов. Резкие перепады или холод ниже 16 градусов могут погубить растение. Зимой лучше держать его подальше от окон и батарей. Если комната проветривается, я вообще стараюсь перенести растение в другое место на время. Правильный грунт – основа здоровья. Теперь про грунт. Я выбрала для своего спатифилума специальную почвосмесь для ароидных растений. Если вы хотите сделать грунт самостоятельно, вот отличный рецепт.
2 части листового перегноя, 1 часть торфа, 1 часть песка и немного древесного угля. Обязательно добавьте дренаж, чтобы вода не застаивалась в горшке. Это важно. Также, если у вас есть в магазинах специальный грунт для антуриумов, он тоже должен подойти. Во всяком случае, я высаживала спатифилум в грунт для антуриума, и он отлично себя в нем чувствовал. Если нужно подкислить почву раз в месяц, я добавляю в воду для полива чайную ложку лимонной кислоты на 1 литр воды. Это поддерживает кислотность на нужном уровне. Этот способ я обожаю. 1 раз в 2 недели я поливаю спатифилум раствором лимонной кислоты, как я уже сказала, 1 чайная ложка на литр воды. Курс из 3-4 поливов дает потрясающий эффект. Растение становится сильнее, листья блестят, а цветы радуют глаз. Но помните, все хорошо в меру, поэтому не переусердствуйте. Еще я добавляю немного вермикулита или перлита в почву. Это помогает улучшить ее структуру, сделать ее более легкой и воздухопроницаемой. Корни становятся крепче и растение растет активнее. Уход, который работает. Теперь расскажу, как я ухаживаю за своим спатифилумом. Также коротко. Итак, первое – полив. Воду обязательно отстаиваю не меньше 24 часов. Поливаю, когда верхний слой почвы подсыхает, но не пересушиваю. Летом поливаю чаще, зимой реже. И не забывайте, что вода должна быть теплой, комнатной температуры. Второе – это опрыскивание. Я опрыскиваю листья 2-3 раза в неделю. Иногда добавляю в воду янтарную кислоту. Это природный стимулятор, который помогает растению расти сильным и здоровым. Если янтарная кислота у вас в таблетках, то я беру 1 таблеточку на литр воды и растворяю ее там. Третье – подкормка. Весной и летом я подкармливаю растения раз в 2 недели. Осенью и зимой 1 раз в месяц. Использую удобрения с микроэлементами, обычные самые. Они реально делают чудеса. Четвертое – стимуляторы роста. Если растение болеет или переживает стресс, например, после пересадки, я использую эпин. Он помогает ему быстрее восстановиться. О том, как его использовать, вы сможете прочитать в инструкции на самой упаковке. Пятое – это чистка листьев. 1 раз в месяц я аккуратно протираю листья влажной мягкой тканью. Это помогает убрать пыль и улучшить процесс фотосинтеза. И мой главный совет. Как я и обещала, вот мой совет. Раз в месяц я обрабатываю листья раствором витамина В1. Просто добавляю небольшое количество его в воду для опрыскивания. Это укрепляет иммунитет растения, помогает справляться со стрессами и делает листья блестящими. Попробуйте, и вы увидите разницу. Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим опытом, обязательно пишите в комментариях. Надеюсь, мои советы помогут вам сделать ваш спатифилум еще красивее и здоровее. Удачи!